Приветствуем любителей и поклонников белорусского тенниса. Сегодня мы рады представить вам новую рубрику портала tennis.by «Видеоинтервью», в котором мы будем знакомить вас с героями наших статей, легендами отечественного спорта, а также с теми спортсменами, кто делает историю белорусского тенниса здесь и сейчас. Сегодня мы поговорим с очень интересной девушкой. Она финалистка многих международных турниров, первая ракетка Беларуси, девушка с характером тигра, обладательница премии Hart Award Международной теннисной федерации. Знакомьтесь, Арина Соболенко. Арина, привет! Скажи, как твое настроение и надолго летит в Беларусь? Ну, конечно, настроение хорошее. После отдыха в Беларуси до 24 числа. Получается, неделя. Всего лишь? Ну да. По дому скучаешь? Да нет, на самом деле. Времени не хватает. Да как-то да. На самом деле такой график плотный, что как-то не успеваю поскучать по кому-нибудь. Сегодня, вот я тебе говорила, мы пообщаемся в новом для тебя не в новом для тебя формате, видели в твоем инстаграме. Будем отвечать на вопросы подписчиков. Окей. Арина, в каком возрасте ты начала заниматься теннисом и почему выбрала именно этот вид спорта? В 6 лет, выбирала не я, а родители. А я уж как-то так полюбила, пришлось. А каким образом тебя просто привели в секцию по теннису? Ну да, корты увидели, захотели, привели, понравилось. Как ты училась в школе? Какой был твой любимый предмет? Так, любимым предметом был математика, училась до 7 класса, была практически отличницей, а уже потом больше тренировок, хорошисткой закончила, но на самом деле после 7 класса оценки чуть ниже стали. А сейчас ты в университете учишься? Да, на заочном. 4 недели в году. В принципе, легко. То есть учеба дается тебе легко? Да. Помогает просто. Скажи, есть ли у тебя домашнее животное, и если, допустим, нет, то кого бы ты хотела завести? У меня был йоркширский терьер, к сожалению, она умерла. Я очень страдала, на самом деле, потому что она была просто, необычная такая собака. И сейчас никого нету. Нет, есть кот, но просто он живет жизнью под кроватью, я его не вижу. Я даже не знаю, он ли она это. Больше с родителями общается. Но хотела бы, наверное, собачку. Скажи, ты ленивый человек? И если да, то что ты не любишь делать больше всего? Я не то чтобы ленивый, но очень часто приходится себя заставлять просто что-то делать, так сказать, через эту лень переступать. Ленивой я больше всего, наверное, что-то заучить в учебе. Есть ли у тебя мечта, ради которой ты бы бросила дело своей жизни? И есть ли у тебя какие-нибудь страхи? Если да, то чего ты боишься больше всего? Мечта, по-моему, она понятная, я даже отвечать не хочу. А страхи, я очень боюсь акул, то есть море боюсь. То есть любое море, любая вода для меня это все. Мне кажется, там кто-то сейчас меня съест. Один страх уже переборол, боялась прыгать вот так вниз головой в воду, но уже научилась. Уже научилась, поэтому один страх остался. Арина, был ли у тебя такой матч, который коренным образом изменил твое отношение к теннису, и который стал для тебя уроком, о котором ты помнишь всегда, выходя на корт? На самом деле, как-то из каждого матча какие-то уроки, после которых ты уже их стараешься не повторять. Но самое ключевое, я не могу назвать на самом деле какой-то ключевой матч, но, наверное, когда ты ведешь 4-1, 5-1 и проигрываешь матч, вот это, наверное, было ключевое. Как-то после этого уже более сконцентрированно пытаешься подходить и более ответственно. А так, я не могу сказать, что какой-то был определенный как-то перевернул. Виктория Азаренко и многие, в принципе, теннисисты из тура часто выходят на корт в наушниках. Есть ли у тебя какая-нибудь песня или тип музыки, которая помогает тебе настроиться перед матчем? Я не люблю, на самом деле, выходить в наушниках, потому что, как ты не слышишь болельщиков, ты как-то в другой атмосфере. Мне не нравится, на самом деле, этот выход. Я люблю слушать музыку до
Ну, это разное, по настроению. На самом деле могу даже грустную послушать, как-то чуть погрустить, потом где-то отойти. Иногда могу такую бодрящую, иногда глупые вот эти сейчас русские песенки. В общем, всего хватает, то есть не могу так четко что-то сказать. Ясно. Я видел 3 ваших финала на 3 разных покрытиях с соперниками топ-уровня. Можешь ли ты назвать себя универсальным игроком? Сейчас уже более-менее, да, могу. То есть, если у меня вот до работы со шведами у меня были проблемы с грунтом, то есть я вообще не понимала, как на нем играть, и просто реально боялась этого покрытия. То сейчас я могу сказать, что я понимаю, как на нем играть, и я его не боюсь, и, ну, могу сказать, что да, универсальный. Ты в силу своей профессии, тенниса, бываешь в самых разных уголках мира. В какой стране тебе понравилось больше всего? Я, конечно, понимаю, что ты особо и не видишь этих стран, да, кроме кортов. Но в какую вот страну ты хотела бы вернуться? Не знаю. Америка, ну, Америка, это Америка, мне на самом деле очень нравится. Австралия тоже мне очень нравится. Я, наверное, больше всего Европу люблю. Европу, Италию, Испанию. Наверное, Италия и Испания для меня вот самые такие места, которые я люблю. Хотела бы ездить почаще. Скажи, можешь ли ты вспомнить какой-нибудь курьезный случай из твоей карьеры, когда, не знаю, ты забыла вещь какую-то, потеряла ключи, или кто-то заблудился, потерялся? Кто-нибудь из твоей команды или ты сама? В туре происходила у тебя когда-нибудь такая интересная? Ну, очень часто что-то там забываешь, все время там возвращаешься. Но очень часто забываешь струны у стрингеров. Ты как бы их оставляешь там, ну, и они приносят им ракетки, когда тебе надо, и они там тянут, они их там подписывают и знают. И очень часто так уезжаешь с турнира, и я такой, блин, у меня... Вот один раз у меня была такая история, что у меня не остались струны, и я уехала на турнир и понимаю, что у меня на другом турнире струны. И я не понимаю, что мне делать, но мне повезло, что там у стрингеров были мои струны. И, ну, как бы вот это, наверное, самая трэшевая такая ситуация была. Я сразу же Вилсону написала, пришлите, пожалуйста, мне струны, я их забыла. Поэтому сейчас все время, когда я прошу у Вилсона струны, мне, представьте, я прошу сразу, давайте мне побольше, чтобы я точно не осталась без струн. Скажи, помимо тенниса, каким видом спорта тебе нравится заниматься? Мне все нравятся виды спорта. Я люблю в футбол поиграть, баскетбол люблю, и гандбол люблю поиграть. Вот. Ну, такие больше игровые виды спорта, собственно. Все люблю. Какой твой любимый турнир? Стандартный вопрос, да? И какой бы турнир ты хотела выиграть? Я бы хотела выиграть US Open, Wimbledon. Еще Ролан-Гарос, есть такой хороший турнир. Но мне очень понравились турниры Miami Open и Indian Wells. Я бы их хотела выиграть. Твоя игра всегда мощная, эмоциональная. Все равно, что готова взорваться в любое мгновение бомба. Доводилось ли тебе ненароком попадать мячом в судей, болбоев, телеоператоров? Полбоев, ну, только если там случайно при подаче, но я вот могла так иногда срываться на них, иногда они очень медлительные. Пару раз у меня была такая история, что я чуть не снесла судью, причем, как бы я вроде все контролировала, но мне там потом судьи показали видео, и там выглядело так, как будто бы я прям в судью целилась, а я реально просто вот в фон хотела ударить, там эти линейные судьи стоят, ну, это самые такие трэшевые ситуации, вот пару раз такое было. Людей больше не видят, потому что дисколон хочу выучить. Какие мотивирующие факторы позволяют вам, Марина Сергеевна, не терять самообладание и концентрацию в матчах, особенно играя против теннисисток из топ-10? И расскажите, пожалуйста, кто или что является вашим мотиватором? Иногда, на самом деле, теряешь самообладание над собой и просто потом понимаешь, что уже проиграл 3 гейма, и вот это заставляет тебя сконцентрироваться и собраться. Вот. А мотиватором, ну, я сама, наверное. Нет кого-то, кто меня мотивирует, заставляет что-то. А скажи, есть ли у тебя теннисные подружки? Если да, то кто? Со всеми хорошо общаюсь. Наверное, больше всего сейчас с напарницей, мы с ней играем чаще всего с Комплиментовой. Так, в принципе, со всеми хорошо общаюсь, но не так, чтобы прям там лучших подружек такого нет. Как ты расслабляешься после тяжелых матчей? Как проходит ожидание самих матчей, когда они задержатся в случае непогоды? Ой, ну когда это не в случае непогоды, это самая, на самом деле, отвратительная вещь, которая есть, потому что ты все время сидишь, ты ждешь и ждешь, и тебе уже хочется быстрее на корт, и потом тебя вечером ставят, ты выходишь, и ты уже уставший от того, что ты его просто ждал. Естественно, делаешь физио, работу с физио, да, массаж, айсбас холодный, ванна, да, растяжка, основное.
Вкусная еда. Ты соблюдаешь диету, и как ты выглядишь тоже? Какую ты еду кушаешь, какую не кушаешь? На самом деле, сейчас я ем в основном вот все виды мясных изделий. Вот. И овощи. Стараюсь только все жирное, сахар стараюсь меньше есть. То есть уже приучилась я сахар без чая пить. Чай без сахара пить. Для меня это достижение, потому что я не могла этого представить себе до этого. А сейчас вот уже научилась. Какое твое самое любимое покрытие? Трава. Определенно, Да. В этом году стала такая любовь. Да нет, в принципе, до этого было приятно просто при передвижению, так сильно тело не забивается и просто приятно на ней находиться. Можешь ли ты себя ассоциировать на корте с каким-либо мифическим персонажем или супергероем? Если да, то с каким? С тигренком считается, нет? Многих интересует твое отличное выступление в Изборне. Против кого тебе сложнее всего было играть? Значит, про Изборн, да? Георгиевс, Мертенс, Плишкова, Радванская или Возняцкий? Блин, ну вот каждый матч был по-своему тяжелый, потому что была определенная установка, естественно, на каждый матч. И вот целенаправленно действовать этой установке было, наверное, самое тяжелое для меня. Вот в каждом матче, на самом деле. То есть соответствовать тому, что тебе говорят. Да. Потому что только это и помогало выигрывать. А иногда хотелось это вот нет, вот не так сыграю, вот и вот это вот сдерживаться вот плана, вот это самое вот тяжелое было, наверное. Ничего не хватило в матче против Каролины Возняцкой. Финал. Наверное, каких-то вот правильных действий в нужный момент. Где-то вот расхлябанная, не знаю, как это назвать, подошла к какому-то мячу, какому-то розыгрышу, где-то безответственно, где-то, ну, вот таких вот мелких моментов важных. Нет, физически, самое что интересно, что физически я была вообще готова. Я единственное, что морально, наверное. Матчи были до этого, Ну и да. одиночка, и пара, и финал. Ну да, но я нормально, я физически была вообще абсолютно готова играть, хоть 3, хоть 4 сета. Наверное, все-таки как бы немножко психологически подустала, но я не могу сказать, что эти два компонента помешали мне. Просто вот в каких-то моментах были приняты неуверенные решения, она игрок опытная, она этим воспользовалась, дала ей шанс, она и взяла. Как ты отпраздновала выход в финал? Наверное, сладким наелась. На самом деле, как бы особо праздновать было нечего, потому что были моменты, из-за которых тренер и спонсор были злы на меня, и поэтому мне немножко еще и досталось после финала. Ну, из-за проигрыша, там, немножко отношение было неправильно. И так что особо так отпраздновать не успела, потому что как бы ты приехала, и мне через пару дней уже было не до празднования было. В последнее время ты очень часто заявляешься на пару, что изначально было продиктовано тем, что вы готовились к Кубку Федерации. А сейчас ты высоко забралась в рейтинге и не планируешь, что ты сосредоточишься только на одиночке? В принципе, пара, она на самом деле помогает, потому что это то же самое, что после одиночки ты можешь пойти потренироваться в какие-то моменты, и то же самое ты можешь это сделать в паре, потренировать, и тем более еще, как это тоже матчевая ситуация, и более лучше получается это тренировать, поэтому пара мне как помощь в одиночке. В продолжении разговора о парном разряде скажи, как ты договариваешься о парном разряде? Вы заранее как-то говорите? Ну, как-то вот мы пару турниров сыграли с Вероникой Кудриметовой, мы их выиграли, как-то так заранее договаривались на определенную серию турниров. Как-то заранее так на почту партнеры либо тебе предлагают, либо ты предлагаешь. Все заранее. Скажи, чем отличается тренер Турсунов от тренера Тилемана? Один больше уделяет внимание, например, физическим компонентам, а другой делает упор на тактические разборы, либо психология другая. С кем тебе комфортнее работать? Мне комфортнее, естественно, с Дмитрием, потому что мне очень нравится его подход, опять-таки, я прям вижу его желание работать, ему нравится помогать, и мне нравится, что ему нравится помогать мне, то есть, как бы, получается, взаимопонимание, и, естественно, и тактический разбор больше, мне комфортнее. Мне комфортнее, когда я вижу, что человек тоже как бы нравится работать, и он хочет, и он много работает, и много делает, и тогда мне прям спокойнее. То есть заряжается. Да. А можешь его описать в 3 словах? Ну, то есть, например, веселый, взрывной, непредсказуемый. И веселый, юморной, и серьезный.
Серьезно, то есть сочетание того и того. И это тебе помогает. Да, всегда есть как бы вот где нужно как бы все серьезно, подготовка, там работа, а где можно уже расслабиться, там уже вот увидели как бы юмор, веселье. Его комментарии во время турнира в Изборне, и они действительно тебя влияют, ты потом действительно начинаешь Ну думать, да, что- да. Ну как-то вот так вот. Чем можешь объяснить ранний вылет в первом раунде Уимблдона? Это уже физическая усталость, эмоциональное выгорание, или твоя соперница в том матче действительно была лучше? Я могу сказать, что она была лучше меня, только потому что был ужасно сильный ветер. Вот он, наверное, было пару дней таких было. Ужасно сильный. И, то есть, ей это лучше. То есть, ей это как помощь была, а мне это как еще эмоционально уставшие. То есть, и вот мне это просто было как бы как все против меня, и мне вот приходилось вот, ну, как-нибудь, ну, хоть что-нибудь вот в корт. А ей как бы комфортно, и она меня вот разводила, и вот в третьем сете 5 на 1-5 ветер уже более-менее прекратился, и я уже сделала 5-4, но как бы она подавала, и там не очень получилось сделать камбэк. Вопросы денежного характера. В какой момент ты почувствовала финансовую независимость? Как скоро получилось отбить те деньги, которые в тебя вкладывали родители? Не знаю, зависит от результатов, конечно. Да я на самом деле, наверное, лет 17, как бы независимо, наверное, от родителей. Вот как только начала играть в какие-то турниры, уже как бы стала независимой от родителей. Но, естественно, помощь федерации. На что тратится больше всего денег? Перелеты, отели, зарплата тренеров, оплата кортов, спаррингов. Ну, вот перелеты, отели, все, что, да, это больше всего, естественно, на что еще как бы получается и тратить. И сейчас, в принципе, тебе помогает вот твой спонсор и, наверное, федерация. Ну да. Какую самую дорогую покупку, подарок ты себе сделала в последнее время? Купила себе кольцо и браслет, это, наверное, самая дорогая для меня покупка. Изучая твой инстаграм, подписчики спрашивают, сколько у тебя купальников? Да ладно. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, наверное. Ну, там 2 закрытых и открытые. Есть ли у тебя водительские права? Если да, то водишь ли машину на турнирах? Если нет, то умеешь ли водить? Ну, Есть. Ну да, есть права. Не умею только парковаться, к сожалению. Но уже как более-менее, но все равно не очень дружу с этим делом. И на турнирах не вожу. В Минске только приезжаю, беру машину. тоже из твоего инстаграма. Сколько денег должно быть у футболиста, чтобы ты вышла за него замуж? Это была шутка. Ну, наверное, много. Впереди последний турнир серии Большого шлема. Какие соревнования ты посетишь до US Open и какая ваша стратегия на этом покрытии? Так, ну, посещу Сан-Хосе, Монреаль, Цинциннати, Нью-Хевен, возможно, да, возможно, нет. Да, и US Open. Стратегия — играть и попадать в корт. Да, самое важное. Да. Как ты оцениваешь свои шансы закончить год в топ-30, учитывая, что впереди тебе предстоит защитить достаточно много очков? Полуфинал в Ташкенте, финал в Тяньцзине, победа в Мумбаи. Шанс есть всегда, будет непросто, но я думаю, что это возможно. Какие ты ставила цели перед собой на этот сезон? Может, часть ты уже выполнила? Я не ставила цель, на самом деле. Основная цель была просто играть и становиться все лучше и лучше на корте, и вариативнее, и вот это была основная цель, чем какие-то там топ-20-30. Вопрос по татуировке. О, да. Мы увидим что-нибудь новое у тебя? Не, я прям на видео татуировщик сказала, это была моя первая и последняя татуировка. В 2017 году ты стала неотъемлемой частью небывалого успеха нашей сборной Федерации. Как это на тебя повлияло и что это для тебя значит? На самом деле, вот после первого матча Кубка Федерации, вот, возможно, кстати, возвращаясь к тому вопросу по поводу матча, который привернул, наверное, вот матч с Голландией, вот, привернул, потому что я больше всего поверила в себя, поиграв с игроком, она 26 или сколько она стояла, я больше поверила в себя, в свои силы, и вот оттуда уже пошли более лучшие результаты, и игра стала улучшаться. Так что матчи Кубка Федерации, это, так сказать, вот, как это, трамплин для дальнейшего роста. Впереди нас ожидает жеребьевка следующего года. 24 июля в Лондоне пройдет жребий. И с кем бы ты хотела сыграть?
наши потенциальные соперники команды Австралии, Бельгии, Румынии и Германии. С учетом того, что я здесь еще маленький комментарий, что это предолимпийский год, и ты знаешь, наверное, правила Кубка Ну да, Федерации, все будут да, играть, что будут да. стараться, что все сильнейшие сыграют. Ну, с Германией, наверное, было бы интересно. На выезде. Почему нет? Кербер. Ну да. То есть легких соперников ты не ищешь. Чем они? Напоследок, что бы ты хотела сказать своим болельщикам и подписчикам? Я думаю, можно прямо на камеру. Болейте за меня, я слежу за вами. На самом деле, спасибо вам большое, что вы есть у меня, потому что вы огромная часть моего пути. Арина, спасибо тебе, что уделила нам время. Удачи тебе на предстоящем картовом сезоне. И мы ждем от тебя новых побед. Вперед, Спасибо. вперед, Таня. Спасибо. Мы благодарим Арину Соболенко за уделенное время. Следите за обновлениями сайта tennis.by и за нашими социальными сетями. И помните, мы теннис.